Глава 751. Неожиданная встреча. Луло слушал Хань Ли с задумчивым выражением на лице, словно вспоминая что-то. Лун Хань спросил ровным тоном: «Что это за материал?» «Расскажи, пожалуйста, господин даосист Хань. Для создания магического сокровища мне нужна золотая эссенция. Чем больше, тем лучше. Но не волнуйтесь, я готов по-честному обменять ее на различные другие товары. Я не собираюсь просить ее у вас за просто так. Альянсу всего лишь нужно использовать свои ресурсы, чтобы помочь мне найти золотую эссенцию или хотя бы ее местонахождение». Хань Ли чувствовал себя очень обеспокоенным из-за того, что не мог приобрести большое количество золотой эссенции и изготовить формацию золотого меча. Теперь, когда ему представилась такая возможность, он не мог упустить свой шанс. Золотая эссенция. Все присутствующие были потрясены словами Хань Ли. Все они примерно ожидали, что он может попросить знаменитое сокровище, известное как матовое золото, но, тем не менее, они были ошеломлены, услышав о таком небесном материале. Старик Куан нахмурился и проговорил: «Господин Хань, для магического сокровища, которое ты хочешь сделать, требуется столько много золотой эссенции. А ты знаешь, во сколько раз увеличивается энергия магического сокровища, даже если добавить небольшое количество золотой эссенции? И если ты добавишь слишком много, то оно потеряет всякую эффективность». Хань Ли спокойно ответил: «Нет причин волноваться, я уже знаю об этом. Меня интересует только то, сможет ли Альянс собрать определенное количество этой эссенции». Лун Хань вздохнул и покачал головой. «Поскольку господин Хань хочет совершить бартерный обмен на золотую эссенцию, мы, безусловно, сможем найти любую информацию, которая поможет тебе собрать материал. Однако, когда кто-либо находит такой материал, его обычно используют сразу же. Судя по твоим словам, тебе нужно ее много. Боюсь, что это будет довольно сложно сделать. Даже если существует информация о золотой эссенции, ее хозяева вряд ли так легко решат разгласить эту информацию. Трудно будет найти ее самим. Даже на прошлой торговой встрече было найдено только малое ее количество». Когда Хань Ли услышал это, его сердце сжалось. Он уже думал об этой проблеме, но не знал, что с этим делать. Если бы он действительно не сможет получить большое количество золотой эссенции в небесном южном регионе, то ему, возможно, придется отправиться в империю Цзинь или другие великие континенты в его поисках. Поскольку империя Цзинь была в 10 раз больше, чем небесный южный регион, возможно, он смог бы найти там большое количество золотой эссенции. Не говоря уже о том, что он дал обещание одному культиватору в призрачной области, что вернет в его секту небесного талисмана секретную технику создания талисмана подчинения духа. Хань Ли почувствовал себя расстроенным, услышав это. Видя сомнения на лице Хань Ли, Луло попытался утешить его: «Младший боевой брат Хань, может, тебе лучше изменить условия. Золотую эссенцию не так просто найти». Хань Ли невольно нахмурился, услышав его. Спустя мгновение он покачал головой и сказал: «Несмотря на это, золотая эссенция чрезвычайно важна для меня. Даже если шансы малы, я все равно хочу, чтобы Альянс согласился на этот вопрос». Последнее предложение он проговорил с выражением решительности на лице. Увидев, что это было окончательное решение Хань Ли, Лун Хань кивнул. «Поскольку господин Хань уже все решил, я прикажу ученикам Альянса приложить все усилия к этому вопросу. Однако, надеюсь, ты не будешь жалеть, если мы не сможем найти даже малую долю золотой эссенции». Несмотря на то, Альянс Небесного Даа был великой сверхдержавой, большее, что он мог сделать, приказать своим низкоранговым ученикам отслеживать любую информацию относительно предмета поиска. Поскольку этот вопрос не особо затронет их ресурсы, старик Куан и другие не возражали. Однако они также чувствовали, что этого недостаточно, чтобы компенсировать этот вопрос. Они быстро достали мешок с более чем сотней среднеранговых магических камней. Хань Ли взял их с улыбкой на лице. После этого в зале воцарилась дружественная атмосфера. На данный момент культиваторы Альянса Небесного Даа спокойно беседовали. В конце концов, были заданы подробные вопросы о битве в горах Желтого Дракона, особенно о культиваторе в черном и божественном мудреце Мауланей. Хань Ли было нечего скрывать, поэтому он ответил на их вопросы. Разумеется, он не упоминал о своих техниках и магических сокровищах, а Лун Хань и остальные не давили на него вопросами по этой теме. Однако они засомневались, услышав, что культиватор в черном ни еретическим демоном, ни призрачным культиватором. Лун Хань был особенно удивлен, услышав, что он был просто культиваторами дьявольского Даа. Примерно через полдня Хань Ли и Луло покинули официальный зал Альянса Небесного Даа. Вскоре после того, как они ушли, к Луло прилетел талисман передачи голоса. Луло неловко улыбнулся Хань Ли и сказал: «У меня появились неотложные дела, поэтому я вынужден покинуть тебя. Тебе придется в одиночку прогулять по городу. Поговорим ближе к вечеру».
Хань Ли любезно улыбнулся в ответ. «Старший боевой брат Лу, пожалуйста, не беспокойся из-за меня. Я как раз хотел осмотреть город». Чувствуя облегчение, Лу Ло попрощался с Хань Ли и поспешно улетел, превратившись в полосу белого света. Казалось, этот вопрос действительно не терпел отлагательств. Наблюдая за тем, как Лу Ло улетел, Хань Ли покачал головой с улыбкой на лице. Какое-то время он думал о своем, глядя в небо, а потом направился к центральному району города. Но, сделав несколько шагов, он остановился и медленно повернулся к мастеру горы Сун, которая стояла у входа в соседнюю аллею. На ее лице было выражение нерешительности. Хань Ли моргнул и помахал женщине. Немного поколебавшись, она направилась к нему. Подойдя, она почтительно поздоровалась. «Мое почтение, боевой дядя Хань. Как долго ты ждешь здесь?» Хань Ли посмотрел на лицо женщины, заложив руки за спину. Женщина опустила голову и тихо ответила: «Около часа». Хань Ли оглянулся и спокойно сказал: «Кажется, ты хочешь мне что-то сказать, но это не очень подходящее место для разговоров. Следуй за мной». Не дожидаясь ответа, он зашагал прочь. Женщина немного поколебалась и последовала за ним. Хань Ли привел ее в укромное место, повернулся и сказал: «Что ты хочешь мне сказать?» Женщина немного помолчала, а затем вытащила нефритовую пластинку из своего халата и передала его Хань Ли. «Кое-кто передал мне это письмо, чтобы я передала его боевому дяде. Этот человек хочет встретиться с вами». Письмо. Хань Ли был удивлен и окинул своим духовным чутьем нефритовую пластинку. Однако он не стал сразу погружать в нее свое духовное чутье, а вместо этого уставился на женщину и спросил: «Кто дал это тебе? Ты должна знать». Женщине удалось сохранить спокойствие, и она сказала: «Моя хорошая подруга. Она сказала, что знает вас, и хотела бы передать вам кое-что». «Она меня знает». Хань Ли слегка прищурился, а мускулы на его лице дрогнули. Немного подумав, он погрузил свое духовное чутье в нефритовую пластинку, но через мгновение на его лице появилось странное выражение. «Где она? Отведи меня к ней». Женщина удивленно заморгала и сказала: «Боевой дядя, действительно знаем мою подругу». Хань Ли тут же ответил: «Да, между нами тоже что-то вроде дружбы. Я не думал, что ты можешь знать ее». Сун воодушевилась и ласково улыбнулась со словами: «Я встретила ее 2 года назад. Я изначально считала, что это шутка, и никак не могла представить, что это правда. Она сейчас за пределами города, я отведу вас к ней». Затем Хань Ли и женщина направились к воротам города. Покинув город Первонеба, женщина взлетела в небо вместе с Хань Ли, и они отправились на юг. Пролетев несколько десятков километров, они оказались в небольшой необитаемой долине. Вход в долину был окутан густым белым туманом, скрывая то, что было за ним. Женщина по имени Сун тихонько махнула рукой, достав командный талисман. Полоса красного света выстрелила в туман, заставив его открыть узкую зеленую дорожку. Женщина почтительно отошла в сторону и сказала: «Боевой дядя, пожалуйста, только после вас». С нынешним духовным чутьем Хань Ли мог прекрасно видеть все, что было в долине. Он слегка улыбнулся этому и пошел по тропинке. Эта изысканная долина была невелика, всего лишь 300 метров в диаметре, где не было ничего, кроме нескольких небольших зданий в центре, что означало, что это были лишь временным жилищем. Тем не менее, вокруг не было ни единого сорняка. Однако некто в комнате был встревожен тем, что формация была открыта. В размытии из здания появилась великолепная женщина в желтой одежде. Глава 752. Фрукт духовного роста и таблетка природной энергии. Как только женщина предстала перед Хань Ли, он тут же вспомнил ее имя. Это была Мэй Нин, с которой он путешествовал из призрачной области в небесный южный регион. С тех пор, как он ее не видел, она стала еще красивее. Я смогла достичь нынешнего уровня культивации только благодаря таблеткам, которые мне дал старший. В этот момент женщина-культиватор по имени Сун вышла из-за Хань Ли и заговорила обычным тоном: «Младшая сестра Мэй, госпожа фиолетовая духовная фея внутри». Эти слова заставили Хань Ли удивленно взглянуть на нее. Не смея пренебрегать этими двумя, Мэй Нин покорно ответила: «Старшая Сун». Старшая фиолетовая духовная фея сейчас культивирует в своей комнате, но ее цикл культивации скоро закончится. Может, вы желаете пождать ее в моей комнате?» Хань Ли не возражал. Благодаря его духовному чутью он мог видеть колебания духовной ци фиолетовой духовной феи и знал, что она почти закончила цикл культивации. В этот момент они вошли в одно из каменных зданий под скромным приглашением Мэй Нин, и оба заняли место. Затем Мэй Нин быстро приготовила им по чашечке ароматного чая. Хань Ли сделал глоток и спокойно спросил:
Господа Мэй, где ты и фиолетовая духовная фея культивировали эти последние несколько лет? Неужели вы так и не вошли в секту? Стоя рядом с Ханли, Мэй Нин опустила голову и сказала: «Мы много говорили об этом со старшей фиолетовой духовной феей. Сначала мы присмотрелись к великим сектам Небесного Южного региона и решили увеличить наш уровень культивации, прежде чем принимать решение о выборе секте. Таким образом, мы путешествовали в последние несколько лет. В конце концов, обстоятельства в Небесном Южном регионе сильно отличаются от нашего дома». Видя, что Мэй Нин не скрывала, что она была иностранным культиватором, Хань Ли догадался, что его боевая племянница Сун знает, что они пришли из области моря рассеянных звезд. Похоже, она была в близких отношениях с фиолетовой духовной феей. Но, увидев нежное и искреннее поведение Мэй Нин, Хань Ли почесал нос и счёл неудобным продолжать задавать вопросы. Он повернулся и взглянул свою боевую племянницу с улыбкой на лице. «Ты же привела меня сюда не для того, чтобы мы с фиолетовой духовной феей вспомнили былые времена? Иначе к чему была такая таинственность с письмом?» «Боевой дядя, я». Цвет лица Сун слегка изменился, и она сглотнула. Мэй Нин тоже смутилась. Она хотела сказать что-то, как вдруг снаружи послышался смех. «Брат Хань, не зачем так смущать моих младших сестер. По правде сказать, это я пригласила тебя сюда», не успел голос затихнуть, как фиолетовая духовная фея вошла в комнату. Сейчас она выглядела еще красивее, чем раньше, а глаза сверкали ярким светом. На самом деле, мне стоит называть брата Ханя старшим. Но я считаю, что брат Хань больше подходит, потому что твой возраст не больше моего. Конечно, если ты не будешь возражать, с улыбкой на лице проговорила фиолетовая духовная фея. Встретив ее в небесном зале и в призрачной области, а также в дни, проведенные с ней в бесконечных морях, Хань Ли почувствовал, что она стала ему близким другом. Хань Ли оценивающе взглянул на нее. Несмотря на свой нынешний уровень культивации на стадии зарождающейся души, он почувствовал, как его сердце дрогнуло от ее красоты. Она, несомненно, обладала странной красотой из древних легенд. Если сравнивать ее красоту с красотой ее возлюбленной, то Наньгун Ван определенно уступала фиолетовой духовной фее. Конечно, спокойный темперамент и обаяние Наньгун Ван принадлежали к совершенно другой категории. Их нельзя было сравнивать. Для меня это не имеет никакого значения. Однако, если госпожа фиолетовая духовная фея выйдет из долины со своим истинным обликом, это вызовет хаос во всем небесном южном регионе. Если кто-то из старых эксцентриков увидит тебя, боюсь, что они попытаются заполучить тебя силой. В ее присутствии Хань Ли не удержался от шутки. Фиолетовая духовная фея улыбнулась и кинула на Хань Ли странный взгляд, а затем обратилась к Сун. «Старшая сестра Сун, прошу прощения за беспокойство. Мне вместе с Мэй Нин было трудно добраться до города Первонеба. Ничего страшного. Раз это меня тоже касается, то приложить немного усилий вполне естественно». На лице Сун все еще было удивление. Хотя она и знала, что фиолетовая духовная фея и Хань Ли были старыми друзьями, она была очень удивлена, увидев, как она расслабленно болтает друг с другом. Это придало ей уверенности. В этот момент фиолетовая духовная фея сладко улыбнулась Хань Ли и сказал: «Каждый раз, когда я вижу тебя, твой уровень культивации растет как на дрожжах. Твое неизвестное искусство культивации поражает. А теперь мы чуть не потеряли дар речи от твоей нашумевшей репутации». Слухи распространились повсюду. Говорится, что сила брата Ханя больше, чем у культиватора на средней стадии зарождающейся души. Это правда? Сказав это, она снова улыбнулась ему, ожидая ответа. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он задумался на мгновение. Вместо того, чтобы дать прямой ответ, он спокойно спросил: «Госпожа фиолетовая духовная фея, почему первое, о чем ты меня спрашиваешь, это моя сила? Не слишком ли это невежливо? Может, тебе сначала стоит рассказать о том, зачем ты меня искала? Я хотел бы войти в курс дела, прежде чем мы продолжим эту беседу». Услышав слова Хань Ли, она слегка смутилась, но ответила: «Да, я слишком нетерпелива, это правда. Однако это не должно удивлять тебя, дело очень важное. Если ты обладаешь способностями культиватора средней стадии зарождающейся души или больше, то у нашего плана есть шансы на успех». Взгляд Хань Ли вспыхнул, а улыбка исчезла с лица. Однако он спросил спокойным тоном: «И что за дело? Если вам нужна моя помощь, просто попроси меня». Фиолетовая духовная фея торжествовала: «Кажется, мне уже нет необходимости говорить, ты и сам обо всем догадался. Но сначала я хочу задать вопрос. Недавно ты и другие несколько эксцентриков зарождающейся души были в долине Мауланей и приобрели сокровища Цанькуна». С легким удивлением Хань Ли спросил: «Откуда ты знаешь?» «Мало кто знает об этом». Мэй Нин сладко улыбнулась и сказала: «Это мы узнали от культиватора секты Духовного Призрака.
Они имеют прямую родословную со старейшиной секты духовного призрака. Он случайно увидел истинную внешность фиолетовой духовной феи и был полностью очарован ею. Он ничего не скажет. «Глупая, что за вздор ты говоришь?» Фиолетовая духовная фея фыркнула и смущенно покраснела. Кажется, за эти годы они сблизились еще больше. Хань Ли кивнул и подозрительно спросил: если речь идет о секте духовного призрака, то дело не может быть обычным. Яркие глаза фиолетовой духовной феи засверкали, и она сказала сладким голосом: «Я не ожидала, что брат Хань все еще будет так осторожен после входа в стадию зарождающейся души. Я только недавно вошел в стадию зарождающейся души. Если я не хочу умирать, я должен быть осторожным. Быть осторожным вполне естественно. Однако, какое значение имеет то, что я был в долине Мауланей? Неужели ты раздобыла какой-то секрет от секты духовного призрака?» Полюбопытствовал Хань Ли. Видя, что Хань Ли был действительно знаком с фиолетовой духовной феей, Сун почувствовала себя непринужденно и сказала: «Боевой дядя действительно проницателен. Этот вопрос связан с сокровищем внутри долины падения дьявола. Ученик секты духовного призрака случайно рассказал об этом». Удивившись, на лице Хань Ли появилось странное выражение «долина падения дьяволов». Помнится, что мастер Цань Кун смог благополучно покинуть его. «Как ты узнала секрет секты духовного призрака о сокровище внутри долины? Ты уверена, что тебя не обманули?» Глаза фиолетовой духовной феи засветились, и она сказала: «Это не тот случай. Тогда нам было просто любопытно, и мы объединили свои усилия в очаровывающей технике. Мы не только узнали, что это за сокровище, но и выяснили его приблизительное местоположение. Тот человек не знал, откуда секта духовного призрака знает об этом. Но эта информация, скорее всего, верна». Хань Ли нахмурился. «Если это правда, то это должно быть необычное древнее сокровище. Что это за сокровище, которое ты так жаждешь?» Три женщины быстро переглянулись между собой. Затем женщина-культиватор по имени Сун спросила: «Боевой дядя Хань что-нибудь слышал о фрукте духовного роста?» Спокойное выражение Хань Ли сменилось на удивление. «Что? Фрукт духовного роста? Если я правильно помню, то он должен был уже давно исчезнуть». Однако долина падения дьявола была запечатана со времен древности. Возможно, он действительно находится внутри долины. Кажется, брат Хань много знает о духовных фруктах. Значит, ты должен знать и о таблетке природной энергии. По легенде, если используешь эту таблетку, то сможешь прорваться через любое узкое место, за исключением стадии божественной трансформации. Стоит сказать, что культиваторы, которые принимали эту таблетку, также получали мощное духовное чутье, затем претерпевали стадию божественной трансформации и поднимались на немыслимый уровень. Хотя эти слухи неясны, но то, что эти таблетки помогают прорваться через узкое место, известно достаточно точно. Несмотря на многочисленные записи, сохранившиеся до наших дней, в них упоминается только название этой духовной таблетки. К сожалению, основным ингредиентом для ее изготовления является фрукт духовного роста, который сложно было найти даже в эпоху древности. Хотя формула таблетки и сохранилась, ее до сих пор никто не использовал. Хотя женщина-культиватор по имени Сун и Мейнин уже слышали об этом, они все равно не могли скрыть свое волнение. Мейнин была в восторге от этой таблетки, поскольку это бы значительно увеличило ее шансы достичь стадии формирования ядра. Но в этот момент волнение Хань Ли медленно исчезло, когда он размышлял об этом. Все обдумав, Хань Ли спокойно ответил: «Если фрукт духовного роста находится в долине падения дьявола, то это объясняет, почему секта духовного призрака отправилась за сокровищами Цань Куна. Тем не менее, есть несколько вещей, которые я до сих пор не понимаю, так что объясните. Несмотря на соблазн перед этим духовным фруктом, я все еще не готов отважиться на эту опасность». Глава 753. Договор о встрече. «Брат Хань, пожалуйста, не стесняйся, спрашивай о чем угодно. Это очень важное дело, мы не можем ничего игнорировать». Фиолетовая духовная фея почувствовала некоторое восхищение, увидев, что Хань Ли был спокоен при упоминании о таблетке природной энергии. Хань Ли погладил себя по подбородку и спросил: «Пока я был в долине Мауланей, почему ты не искала меня?» «Маркиз Наньлун лучше знает, как попасть в долину падения дьяволов, чем я, если ты не знаешь какого-либо способа войти в нее. Я знаю, что маркиз Наньлун знает о способе войти в долину. Но, зная все слухи о нем, как я могу назначить ему тайную встречу? Тебя же я знаю уже давно, а ты не из тех людей, кто забывает о старой дружбе, поэтому с тобой мы себя чувствуем намного спокойнее. Что касается входа в долину, тот же ученик секты духовного призрака сказал мне, что их секта какое-то время уже изучала метод войти в долину, и они близки к завершению».
Хотя он и не знает подробностей, они упоминали, что секта Духовного Призрака обязательно будет действовать в следующий раз, когда пространственная расщелина в долине падения дьявола стабилизируется. Если уровня твоей культивации недостаточно, то давай оставим это дело. В конце концов, даже если он благополучно войдет в долину, кто знает, какие опасности скрываются внутри. Сказав это, на лице фиолетовой духовной феи появилось нерешительное выражение. Хань Ли на какое-то время задумался, а затем вздохнул и сказал: «Секта Духовного Призрака знает способ войти в долину». «Впервые слышу. Судя по твоему тону, информации об этом крайне мало». А что насчет этого? До того, как пространственные щели в долине падения дьявола стабилизируются, еще несколько лет. До этого разузнай поподробнее обо всем и убедись в достоверности информации. Если фрукт духовного роста действительно там, то я готов рискнуть. Что касается уровня моей культивации, то тебе не стоит беспокоиться об этом. Если я не смогу добиться успеха, то культиватор средней стадии зарождающейся души, вероятно, тоже не сможет. Хань Ли не стал упоминать, что маркиз Наньлун ранее уже разговаривал с ним о долине падения дьявола. Хотя возможность получить фрукт духовного роста была очень заманчивой, Хань Ли должен был все хорошенько обдумать. Если бы способ проникновения секты Духовного Призрака был более безопасным, ему не нужно было упоминать о деле с маркизом Наньлуном. Фиолетовая духовная фея ничуть не огорчилась такому ответу Хань Ли. Скорее, она даже была довольна им, зная его склонность к осторожности, эти слова практически были согласием. Более того, его слова подтвердили слухи о нем. Благодаря его нынешним способностям, его шансы на приобретение фрукта духовного роста со временем только улучшатся. В этот момент она улыбнулась и сказала: «По правде говоря, причина, почему мы так нетерпеливо искали брата Ханя, состояла в том, что мы чувствовали, что без достойного компаньона все наши дальнейшие усилия будут потрачены впустую. Но теперь, когда брат Хань согласился, мы будем чувствовать себя увереннее, исследуя этот вопрос. В конце концов, мы тоже хотим войти в долину и не собираемся играть с нашими жизнями». «Что? Вы трое тоже хотите войти в долину?» Услышав это, Хань Ли почувствовал, как его сердце стало биться быстрее, а на его лице появилось удивление. С горькой улыбкой на лице фиолетовая духовная фея сказала: «Неужели ты думаешь, что мы правда хотим войти в долину? У нас нет выбора. Большинство древних книг только описывают ее чудесные эффекты, но в нескольких записях говорится, что фрукт духовного роста не живет дольше 3 дней после того, как его сорвали. Поэтому его нужно усовершенствовать в течение этого времени, иначе его сила значительно уменьшится, а еще через 3 дня она полностью исчезнет. Но самое страшное — это таблетка природной энергии. Если ее не употребить сразу после изготовления, она теряет свою эффективность. Вот почему мы должны быть храбрыми, чтобы отправиться в долину падения дьяволов. Это лучше, чем застрять в культивации на 100 лет, а может и больше». Хань Ли нахмурился. «Я видел много древних записей, но никогда не слышал о том, что фрукта духовного роста есть такие ограничения. Почему я никогда не слышал об этом раньше? Боевой дядя Хань, предок клану Сун, передал мне секретную древнюю книгу. У меня с собой есть копия, пожалуйста, взгляните». Неожиданно женщина-культиватор по имени Сун вытащила нефритовый чехол из сумки и с почтением предложила его Хань Ли. С удивленным выражением на лице он взял ее и прочел нефритовую пластинку своим духовным чутьем. В этой древней книге были представлены таблетки и лекарства древних времен, в том числе несколько тех, что Хань Ли видел раньше. В ней даже было подробное описание 9-листного духовного женьшеня, включая формулу лекарственной таблетки, что дал ему костяной мудрец. Он нашел много лекарственных таблеток, которые были весьма полезны для культиваторов стадии зарождающейся души. Хотя материалы для изготовления таблеток были утеряны с древних времен, но всегда была вероятность того, что он мог найти в будущем какую-нибудь лекарственную таблетку и не знал, что с ней делать. Похоже, что даже у кланов культиваторов могли быть ценные вещи, даже ценнее, чем у больших сект. Используя свое мощное духовное чутье, он смог быстро найти фрукт духовного роста среди множества записей в этой нефритовой пластинке. Разумеется, он обнаружил ограничения фрукта духовного роста и таблетки природной энергии. Прочитав их, он бессознательно нахмурился. Через мгновение он убрал свое духовное чутье, но вместо того, чтобы сказать что-то, он просто провел рукой по поверхности нефритовой пластинки, созерцая какое-то мгновение и что-то бормоча про себя. Женщина-культиватор по имени Сун тактично заметила: «Я слышала, как старшая сестра фиолетовая духовная фея упоминала, что боевой дядя Хань смог достичь успехов в изготовлении таблеток. Для моего клана эта древняя нефритовая пластинка не представляет никакой ценности. Хотя в ней много древних рецептов таблеток, но мы не сможем получить основные ингредиенты для их изготовления.
Если вы желаете, то можете взять эту книгу в качестве подарка для принятия нашей просьбы». Хань Ли немного помолчал и глубоко взглянул на женщину, а затем сказал с улыбкой на лице: «Я не из тех людей, кто не ценит свою жизнь. Если фрукт духовного роста действительно находится в долине, я также извлеку для себя большую пользу из этого, поэтому нет необходимости вознаграждать меня. В любом случае, я бы пошел в долину. Однако эта древняя книга очень полезна для меня. Может, ты захочешь обменять ее на таблетки для культивации? Эти таблетки должны быть пригодны для твоего нынешнего уровня культивации». Сказав это, Хань Ли вытащил из своей сумки для хранения маленькую зеленую бутылочку и передал ее Сун. Женщина бессознательно приняла бутылку, но ее лицо была нерешительность. Фиолетовая духовная фея усмехнулась при виде этого и сказала: «Старшая сестра Сун, тебе не стоит отказываться от этого подарка. Хань Ли владеет многими техниками изготовления таблеток. Эти таблетки, скорее всего, изготовлены из высокоранговых духовных зверей. Они, безусловно, будут полезны для тебя, так что не нужно сомневаться». Услышав слова фиолетовой духовной феи, на лице Сун появилось радостное выражение. Она неоднократно высказывала благодарность Хань Ли, а затем приняла бутылочку и убрала к себе в сумку. Хань Ли улыбнулся и забрал нефритовую пластинку. «Поскольку фрукт духовного роста и таблетку природной энергии нельзя долго хранить, вам троим придется отправиться в долину дьявола. Если вы направитесь прямо к духовному фрукту и нигде не задержитесь по пути, то у вас есть шанс с легкостью покинуть долину. Но пока вам стоит собрать дополнительные материалы для таблетки природной энергии. Хотя эти ингредиенты не так редки, как фрукт духовного роста, их будет не так просто найти». Затем Хань Ли вздохнул и торжественно сказал: «Что касается остального, я приму решение, как только все детали прояснятся. В конце концов, еще есть время. Если мы потерпим поражение в войне против Маулани, о походе в долину падения дьявола вообще стоит забыть. Тогда нам придется беспокоиться о своем месте в небесном южном регионе». Все трое были поражены, услышав его слова. Мэй Нин не сдержалась и спросила: «Что? Старший хан не уверен в нашей победе?» Хань Ли уклончиво ответил: «Трудно сказать. На первый взгляд, объединенные силы небесного южного региона, благодаря преимуществу своей территории, должны быть в состоянии одержать победу над мауланями. Даже если три великих культиватора небесного южного региона и Лун Хань с Фен Бин из небесного Даа могут сдерживать мауланских божественных мудрецов, происхождение черных культиваторов все еще неизвестно. Они явно принадлежат внешней стороне, что заставляет нас быть осторожнее. Из-за них, наверняка, может произойти что-то неожиданное». Выражение лица фиолетовой духовной феи стало серьезным. «Судя по тому, что ты сказал, шансы на победу для обеих сторон равны». Можно и так сказать. Однако наиболее вероятная возможность. Взгляд Хань Ли вспыхнул, и его голос стал неразборчивым, к большому удивлению трех женщин. Хань Ли покачал головой и спокойно сказал: «Хорошо. Хватит на сегодня. Никто в действительности не знает, в какую сторону повернется война. Вам просто нужно подготовиться к походу в долину падения дьяволов. Посмотрим, возможно ли это, когда придет время. Кто знает, что может случиться». Больше Хань Ли не стал продолжать эту тему, а с любопытством спросил о том, чем Мэй Нин и фиолетовая духовная фея занимались последние несколько дней. Хань Ли, в свою очередь, ответил на волнующие вопросы о его побеге от мауланского божественного мудреца. За беседой с такими восхитительными красавицами время прошло незаметно. С наступлением темноты Хань Ли решился покинуть их. Женщина-культиватор по имени Сун также попрощалась с Мэй Нин и фиолетовой духовной феей вскоре после этого. Когда они уходили, Хань Ли увидел, что Мэй Нин несколько раз хотела что-то сказать, но так и не решилась. Хань Ли почувствовал, как его сердце дрогнуло при виде ее смущения, но он тут же перевел взгляд на фиолетовую духовную фею. Бессознательно чувствуя смущение, он больше не решался говорить. Попрощавшись, он улетел в виде полоски лазурного света в город Первонеба вместе с Сун. Глава 754. Трансформация пламени. Пока Хань Ли и женщина-культиватор по имени Сун летели в небе, они не проронили ни слова. Но, увидев вдалеке город Первонеба, женщина нерешительно спросила: «Боевой дядя Хань, много эксцентриков стадии зарождающейся души входили в долину падения дьявола и больше никогда не возвращались. Как культиваторы стадии формирования ядра смогут найти духовный фрукт и благополучно вернуться из долины?» Хань Ли был несколько удивлен ее вопросом, и свет вокруг них запульсировал, заставляя их замедляться. Затем он удивленно взглянул на женщину. Спустя мгновение общего молчания он спокойно сказал: «Да, по сравнению с другими культиваторами, которые искали сокровища в долине, ваш уровень культивации низок. Если ты столкнетесь с какой-либо опасностью, ваши шансы на выживание будут значительно ниже.
Однако, скорее всего, те культиваторы погибли из-за жадности. Среди такого количества культиваторов определенно должны быть те, кто смог получить одно или два сокровища и спокойно покинуть долину, но большинство из них были ослеплены искушением перед сокровищами, желая приобрести только один предмет или, возможно, какое-нибудь духовное лекарство, которое могло увеличить продолжительность жизни или прорваться через узкое место. Таким образом, их гибель была только вопросом времени. Сун нахмурилась. Значит, исходя из ваших слов, мы, скорее всего, умрем. Если у вас нет безопасного пути через долину и способа войти и выйти, то мы все умрем. Кроме мастера Цань-куна, никто не выжил и не смог покинуть долину. Без этого нам стоит забыть о том, чтобы войти в долину падения дьявола. Это настоящее самоубийство. Хотя уровень твоей культивации низок, если сдерживать свою жадность и знать точное нахождение фрукта духовного роста, то с помощью удачи можно добиться всего. Конечно, долина падения дьяволов — самая опасная область во всем небесном южном регионе. Вы должны правильно подготовиться и быть готовы к тому, что, возможно, не вернетесь. Между тем, секта духовного призрака также должна знать о духовном плоде и будет пытаться приобрести его. Они, скорее всего, поспешат первыми приобрести сокровища в долине, опасаясь того, что маркиз Наньлун окажется быстрее. Я боюсь, что их метод входа в долину будет весьма рискованным. На лице женщины появилась тревога. Раз боевой дядя уже догадался, что метод входа в долину секты духовного призрака опасен, почему вы не упомянули об этом раньше? Хань Ли ухмыльнулся. Говорить об этом при остальных было несколько неуместно, не находишь? Неужели ты думаешь, что у меня могли быть другие намерения? Впав в ступор от такого неожиданного вопроса, она поспешно сказала: «Нет, я не смею сомневаться в старшем». Расслабься. Естественно, что у тебя есть сомнения. Я не упоминал об этом раньше. Хотя это могло стать для тебя и Мэйнин неожиданностью, но не для фиолетовой духовной феи. Ты прекрасно знаешь, что таблетка природной энергии чрезвычайно ценна, но она бесполезна для культиваторов на ранней стадии формирования ядра, таких как ты и фиолетовая духовная фея. У Мэйнин с ее помощью будет шанс войти в стадию формирования ядра, в результате ее продолжительность жизни будет увеличена на несколько сотен лет. Но ты и фиолетовая духовная фея вскоре сами перейдет на среднюю стадию формирования ядра благодаря вашим исключительным способностям. Если вы используете эту таблетку, вы сэкономите всего 100 лет, чтобы прорваться через узкое место. С одной стороны, ты и фиолетовая духовная фея сэкономите себе 100 лет культивации, а с другой, вы можете умереть после входа в долину падения дьяволов. Эти два варианта варьируются от человека к человеку. Я не знаю, что именно выберешь ты, боевая племянница, но фиолетовая духовная фея определенно рискнет. 100 лет, сэкономленные на культивации, еще на 100 лет для продолжения культивации. Она не планирует оставаться культиватором стадии формирования ядра. Это значительно увеличит ее шансы на достижение стадии зарождающейся души. Хань Ли говорил это тяжелым тоном. На лице Сун появилось странное выражение. Боевой дядя хочет сказать, что это укрепит решимость фиолетовой духовной феи стать культиватором зарождающейся души? Вот почему она готова отважиться перед серьезными опасностями долины. Хань Ли повернулся и пристально взглянул в угасающее красное небо, словно предаваясь воспоминаниям прошлого, и сказал: «Верно. Опыт фиолетовой духовной феи сильно отличается от твоего и Мэйнин. Несколько раз она была под властью мощных культиваторов, которые даже отняли секту ее матери. Хотя она и не говорила об этом кому-либо с тех пор, как сбежала, я чувствую, что ее амбиции намного превосходят ожидания обычного культиватора». Затем, под изумленным взглядом Сун, Хань Ли замер на мгновение, как бы раздумывая, что сказать. Если фрукт духовного роста действительно находится в долине, я, скорее всего, тоже попытаюсь. В конце концов, невероятно сложно продвинуть свою культивацию на стадии зарождающейся души. Если я не воспользуюсь этой возможностью, я могу навсегда оказаться на ранней стадии зарождающейся души. Однако я не буду входить в долину без острой необходимости. Когда придет время для входа, я обязательно выясню, какие опасности ждут меня впереди. Однако то, что я сказал, всего лишь догадки. Вполне возможно, что секта духовного призрака имеет способ войти в долину даже лучший, чем у великого мастера Цань-куна. Это была одна из причин, почему я не упоминал об этом раньше. Услышав это, Сун, казалось, все поняла. Хватит об этом. Я изначально не собирался рассказывать тебе об этом, но, поскольку ты спросила, я ответил. Вернувшись в город Первонеба, твоя первоочередная задача — выжить в предстоящей битве. Это твой главный приоритет. Если что-то пойдет не так во время войны, тебе больше не стоит думать о том, чтобы войти в долину. По возвращении в город Первонеба я отложу это дело до лучших времен. Сказав это, Хань Ли слегка ухмыльнулся.
Сердце Сун дрогнуло от его слов, и она поклонилась ему. Большое спасибо боевому дяде за его беспокойство. Хань Ли махнул рукой. Это мое наставление тебе, чтобы освободить твою голову от лишних мыслей. Поспешим в город, пока совсем не стемнело. Да, боевой дядя. Лазурная полоса света снова выстрелила на полной скорости и вошла в ворота города. Несколько дней спустя в лагере секты дрейфующего облака Хань Ли сидел, скрестив ноги, в закрытой комнате, окружённой несколькими слоями ограничительных заклинаний. В его руках был 15-метровый меч, и он думал о чём-то с хмурым выражением на лице. Странное лазурное и пурпурное пламя горели на его мече, находясь в постоянном противоборстве. Лазурное пламя было из бронзовой лампы, а пурпурное — высшее фиолетовое пламя. Вернувшись со встречи с фиолетовой духовной феей, Луло познакомил Хань с многими культиваторами стадии зарождающейся души, которые были в хороших отношениях с сектой дрейфующего облака. В течение этого времени он просил многих из них взглянуть на эту сложную проблему, однако они совершенно не знали, что делать. Эти культиваторы, естественно, знали о репутации Хань Ли, поэтому они не смели быть небрежными и хотели установить с ним хорошие отношения. Некоторые даже попытались поддержать с ним приятный разговор, но Хань Ли не особо выиграл от их обсуждений. Затем он сразу же подыскал себе тихую комнату, чтобы справиться с затяжным повреждением битвы лазурным пламенем, которое никогда не прекращалось гореть. Мечи не пострадали, поскольку горел огонь. Лазурное пламя было в сбалансированной конкуренции с высшим фиолетовым пламенем. Хотя и было неизвестно, что это за дьявольское пламя, но оно было таким же странным, как и его собственное фиолетовое пламя. Теперь он мог полагаться только на количество, чтобы принудительно сдерживать пламя, но оставалась проблема в том, как его усовершенствовать. Не устранив это лазурное пламя, он не смог бы использовать свои облачные бамбуковые мечи и не смог бы использовать небесное ледяное пламя и высшее фиолетовое пламя для атак. В этот момент Хань Ли смотрел на меч с блуждающим взглядом. После долгого размышления он поднял руку над огромным мечом и ударил его лазурной печатью заклинаний. Огромный меч один раз провернулся в воздухе и разбился на несколько десятков маленьких летающих мечей, издав пронзительный звон. Духовное чутье Хань Ли вздрогнуло, и большинство его летающих мечей выстрелило в его тело в виде лазурных огней. В воздухе остался только один меч, медленно плавающий перед Хань Ли. Хань Ли взглянул на лазурное и фиолетовое пламя на мече. Он прищурился и вдруг открыл рот, выплевывая полоску фиолетового пламени прямо на поверхность летающего меча. Оно расцвело мощным пламенем, сдерживая лазурное пламя. Затем под контролем заклинания фиолетовое пламя согнало пламени лазурное пламя на кончик меча, а затем превратилось в шарик размером с горошину. Увидев это, на лице Хань Ли появилось серьезное выражение. Глубоко вздохнув, он начал формировать жесты заклинания, посылая их к мечу в виде шквала разноцветных световых полосок. В одно мгновение фиолетовое пламя меча стало мощнее, образуя нагнетающую волну пламени к кончику лазурного меча. Лазурное пламя начало качаться и становиться неустойчивым на кончике меча, как будто должно было вот-вот исчезнуть. Однако лазурный свет просто становился ярче, поскольку фиолетовое пламя оказывало большее давление. Независимо от того, что делало фиолетовое пламя, лазурный свет оставался на кончике меча, не думая гаснуть. В глазах Хань Ли появился страх, и он тут же сделал несколько жестов заклинания. Через мгновение лицо Хань Ли стало мрачным, никаких изменений не произошло. В следующий момент в его глазах появился ледяной блеск, и он махнул рукой, покрывая меч слоем блестящего фиолетового пламени. Затем, без малейшего колебания, он ущипнул лазурное пламя с летающего меча. Глава 755. Светящийся шар. Хань Ли ущипнул лазурное пламя с кончика меча и сдержал его своим пламенем. Однако он почувствовал, как его пальцы онемели. Лазурное пламя стало испускать огромную силу и решительно оттолкнул его хватку. Лазурное пламя все еще оставалось на мече. Хань Ли был ошарашен, но тут же что-то пришло ему в голову. Он расширил свою пылающую руку и окутал фиолетовым пламенем лазурное пламя. Рука Хань Ли осталась неподвижной, а его пальцы продолжили выпускать ослепляющий фиолетовый огонь, в результате чего лазурное и фиолетовое пламя переплелись в пульсирующей вспышке света. Спустя четверть часа он вздохнул и разжал руку. Фиолетовое пламя в руке бесследно исчезло, оставив только ослепительный и полупрозрачный уголек лазурного пламени. Это странное пламя было более неприятным, чем он ожидал. Высшее фиолетовое пламя могло противостоять ему, но с его помощью было сложно его усовершенствовать. Немного подумав, Хань Ли поднял руку и указал на летающий меч перед ним. С приглушенными грохотами на лезвии летающего меча вспыхнули дуги золотой молнии. Молния, как только появилась, выстрелила в лазурное пламя и окутала его. Камень размером с горошину засветился и начисто поглотил золотую молнию, словно это была бездонная яма.
Его блеск стал очень ярким, а пламя увеличилось до размера яйца. При виде этого глаза Хань Ли засияли ярким синим светом, глядя на лазурный уголек, поглощающий золотую молнию. Выражение на его лице дрогнуло, и на какое-то время он застыл. Голубой свет в его глазах исчез, а на его лице появилась нерешительность. Через мгновение он кивнул, приняв решение. Он открыл рот и вдохнул кусочек фиолетового пламени, которое все еще оставалось на летающем мече. Без подавления высшим фиолетовым пламенем лазурное пламя на его мече снова ярко вспыхнуло и мгновенно охватило весь меч. Поскольку сокровище было связано с душой Хань Ли, его лицо сразу же побледнело от боли. Однако он не обратил на это никакого внимания и просто щелкнул пальцами по мечу, выбив из него полосы лазурных мечей. Полоски лазурных мечей тут же были поглощены, как и дьявольская божественная молния. Однако Хань Ли продолжал распространять духовную силу внутри своего тела, будто ничего не случилось, и продолжал ударять лазурное пламя новыми атаками мечей, быстро поглощая их магическую силу. В результате лазурное пламя поглощало мечи, заставляя их рычать и вспыхивать ярким светом. В этот момент Хань Ли уже потратил треть своей магической силы. Когда лазурное пламя значительно расширилось, Хань Ли улыбнулся и прекратил атаковать. Вместо этого он поманил ци меча внутри огненного шара. Порывом ветра облачный бамбуковый меч смог стряхнуть с себя лазурное пламя. Он один раз обернулся вокруг него в воздухе и опустился к нему в руку. Хань Ли опустил голову и взглянул на руку с улыбкой на лице. Он не мог сдержать ее, глядя на освобожденный от пламени полупрозрачный клинок. Как и ожидалось. Хотя это лазурное пламя невероятно, у него есть предел того, сколько духовной силы оно может поглотить. Как только он поглотил слишком много лазурных мечей, им стало возможно манипулировать. Сказав это, он хлопнул в ладони, и меч исчез в мгновение ока. Затем Хань Ли перевел взгляд к лазурному пламени перед ним. Он слегка постучал по нему, посылая в него свое духовное чутье. Затем лазурный огненный шар дрогнул и начал медленно вращаться, пульсируя ярким светом. Хань Ли вскинул брови и попытался управлять огненным шаром с помощью своего духовного чутья, но тот лишь раскачивался из стороны в сторону. Через мгновение Хань Ли удалось лишь сдвинуть его на несколько метров в воздухе. При виде этого Хань Ли пробормотал про себя и погладил подбородок. Учитывая, насколько мощным было лазурное пламя, было бы бесполезно пытаться использовать его. Хотя он смог насильно контролировать пламя из-за большого количества ци своего меча, которое он поглотил, но Хань Ли прекрасно понимал все недостатки этого метода. В конце концов, это пламя создал не сам он. Было бы трудно контролировать так же легко, как небесное ледяное пламя. Хань Ли нахмурился и уставился на лазурный огненный шар, погрузившись в свои размышления. Затем он потянулся за сумкой для хранения и вынул гладкую реберную кость и небольшую желтую бутылку. Это была нефритовая кость костяного мудреца, где было записано искусство глубокого инь и магический инструмент, который он использовал для поглощения душ демонических зверей. Хань Ли открыл бутылку и выпустил облако черной ци, затем он приманил ее к себе в ладонь. Под командованием его духовное чутье призрачная ци влетела в реберную кость, которую он держал в другой руке. Через мгновение она потемнела и зависла в воздухе, испуская зловещий черный свет. При виде этого Хань Ли прижал кость к колбу и быстро прочел содержание искусства глубокого инь, словно в поисках чего-то. Как только он нашел технику огненной иньской молнии, он обрадовался и стал внимательно изучать содержимое. Хотя название техники было довольно обычным, эта техника была на уровне небесного всепоглощающего огня искусства глубокого инь. Однако это была не какая-то секретная техника дьявольского да, а скорее это была секретная техника для изготовления шаров молний, таких как небесное зерно молнии, которую он использовал в прошлом. По описанию огненной иньской молнии, она обладала невероятной мощью в случае успешного создания, демонстрируя разрушительную мощь даже больше, чем у небесного всепоглощающего огня. В принципе, конденсация такого большого количества чистого иньского огня во взрывчатое вещество требовала других материалов для его стабилизации, создавая оружие, способное нанести невероятный ущерб. Однако было жаль, что эти мины были одноразовыми предметами. Но помимо этого существовало множество ограничений, которые было необходимо соблюдать во время изготовления. На это были способны только культиваторы, которые могли контролировать элемент молнии духовной силы. Вот почему Цзень, Инь и Костяной Мудрец никогда бы не смогли создать этот предмет. Впервые увидев метод изготовления огненной иньской молнии, Хань Ли не придал ему большого значения. Он мог контролировать божественную дьявольскую молнию, но он отложил ее в сторону, поскольку желал изучить несколько секретных техник, таких как дьявольская иньская экзекуция. Но теперь, когда это лазурное пламя создало ему столько проблем, он вспомнил технику создания огненной иньской молнии.
Изначально для создания огненной инской молнии требовалось большое количество духовной силы, но скорость и вероятность успеха все равно были небольшими. Кроме того, культиваторов, которые были способны контролировать молнию, было очень мало, а оружие обладало малой продолжительностью жизни и было лишь расходным материалом. Хотя Хань Ли не мог использовать искусство глубокой инь, ему не нужно было строго следовать технике создания огненной иньской молнии с его нынешними знаниями и уровнем культивации. Ему просто нужно было изменить технику создания, чтобы удостовериться в лазурном пламени, чтобы создать его. И поскольку лазурного пламени могли быть не меньше, чем высшего фиолетового пламени, они были не слабее, чем огненная иньская молния, о которой говорилось раньше. Раньше он думал о том, чтобы использовать небесное ледяное пламя или даже высшее фиолетовое пламя, чтобы создать мины. Но из-за того, что эти два пламени были слишком сложными для их создания, и ему не хватало количества, необходимого для борьбы с врагами, он не решался тратить их на эту идею и отложил ее до лучших времен. Теперь, когда у него было лазурное пламя, которое он не мог ни хранить, ни усовершенствовать, ему оставалось только воплотить свой план в жизнь. Таким образом, у него было бы еще одно разрушительное оружие для использования на войне. Подумав об этом, Хань Ли взглянул на другие предметы в сумке для хранения. В конце концов, Хань Ли смог найти материалы, необходимые для создания шаров молний. Все эти предметы были распространенными предметами для создания инструментов и таблеток. Вытащив все эти предметы один за другим и расположив их перед собой, он уставился на мерцающий огненный шар и поднял руки с серьезным выражением на лице. С серией грохотов две дуги молнии вырвались из его ладоней, ударив лазурный огненный шар. В главном зале лагеря секты дрейфующего облака в кресле неподвижно сидел Луло, на его лице совершенно не было никаких эмоций. Рядом с ним стояли несколько учеников секты, и среди них был культиватор в красном. Все они выглядели несколько настороженными. Луло спокойно спросил: «Боевой племянник Дуань, твой боевой дядя Хань все еще не покинул уединение спустя столько дней?» «Докладываю, боевой дядя Хань остается в уединении в течение 2 месяцев. Младшая боевая сестра Сун и я охраняли его комнату с самого начала. Он все еще там». Луло вдохнул и пробормотал: «Когда ваш боевой дядя Хань вошел в уединение, он сказал мне, что ему нужно готовиться к предстоящей войне, и хотел, чтобы мы не беспокоили его во время его уединения». Тем не менее, Маулани только что закончили общий сбор и начали движение. Между высокоранговыми культиваторами будет проводиться встреча, и они хотят, чтобы ваш боевой дядя Хань тоже присутствовал. Ранее они использовали это, чтобы отложить встречу, но теперь, когда 3 великих культиватора прибыли в город Первонеба, они отправили просьбу Хань Ли, чтобы он посетил собрание. Поскольку на этой встрече могут присутствовать только культиваторы средней стадии зарождающейся души, это наглядно демонстрирует важность их боевого дяди Ханя. Мы больше не можем отклонить это предложение. Кроме того, я считаю, что эта встреча решит окончательное решение для битвы. Если бы кто-то из нашей секты посетил ее, это бы принесло большую пользу. Услышав боевой дядю Лу, у других культиваторов на лице появилась горькая улыбка. Немного поколебавшись, младшая боевая племянница Сун тревожно ответила: «Тем не менее, боевой дядя Хань наверняка сейчас находится в решающем моменте своего уединения. Если бы мы потревожим его, разве мы не испортили бы его усилия?» Культиватор среднего возраста с длинными тонкими усами тоже казался нерешительным и сказал: «Даже если есть какие-то опасения, боевой дядя Лу не может больше задерживать это дело. Встреча состоится завтра. Если боевой дядя Хань не выйдет, что происходит, все?» В этот момент в зале раздался мягкий голос. Услышав его, Луло пришел в восторг от этого.